На радио Новости, ведущая новостная программа Екатерска по селе 10 Россия. Только на Екатерской радиотелевизии. В сегодняшнем выпуске новостей. Владный план бывания, продвижение будущности доступного, комфортабельного бывания с достойными удобствами, луксусом. Віце-канцлерка, секретарка при бытовой выставке Джулии Шафауэр Андерсон объявляет дальше у финансовую подпору такого бывания. Скуточная реформа вооруженных сил. Федерал Врусил реорганизованы, чтобы лучше обеспечивать более широкую оборону Федерации. План на злепшение вооруженных сил предполагает создание розночпоземных, воздушных и космических флотов, направленных на поскытывание. Розноч уровни реагирования разными уровнями силы. А злепшение железничных сообщений по всей Федерации. Цель – разделяемая екатерийскими железниками дорогами, а республиковыми железничными компаниями. Розні железничні скупины стремятся полностью объединить розні железничні тратя Федерации в одній полностью сплоченную сеть. Также в программе, в финансовом году наблюдается обровский профицит в размере более 3 секстиллионов за примов в 9 секстиллионов. Здравотничество и инфраструктура являются двумя наиважнейшими бенефициарами бюджета этого года, где наблюдается увеличение роста за счет дальшей финансовой подпоры. Добро пожаловать в новости. Вице-канцлерка, секретарка при бытовой выставке Джулии Шафауэр Андерсон, главный сторонник жилищных реформ, направленных на обеспечение доступней бывания, здорознуи владный план по бывания до будущности. В надважности на успечу владный по реализации 200 миллиардов проект бывания в начале этого года федеральная влада стремится к дальей злепшавать стандарте бывания по всей Федерации. О будущности бывания в последний рокач часто в политичкам дискутуя, а во время выборов в течение предыдущих нескольких лет, при этом различные партии предлагали свое властное предложение. Однако в рамках планов третьего кабинета Хавбургер Фрайтек был остановлением. Цель злепшить выбавение, а комфорт для пребудуши проекте бывания. Террас Людя Павловой в Маловолыне дальнейшими подробностями. Расскажи еще, Люда. Спасибо, Джулия. После достижения 200-миллиардного бытового проекта ранее в этом году, вице-канцлерка, секретарка при бытовой выставке Джулия Шафауэр Андерсон изложила планы при будусе дома. Хотя час участні дома оборудованы выбавление закладными для бывать человека, вице-канцлер Шафауэр Андерсон считает, что следует включить дополнительные удобства, чтобы поддержать скупини, такие как семьи а старше людей. Наприклад, злепшение доступности, знижение требований к обслуживанию, такие предложения для домов с пожилыми, а также создание домов с большими обытным пространствами, а большим количеством спален для семей, чтобы поощрять семейный рост. Федеральный департамент инфраструктуры обывания, а также Федеральная бытовая скупина проводит исследования и анализ с целью злепшить и обновления бывания законодательства в процессе. Вице-президентка Никода Ринсбургер-Фёс и вице-канцлер Марк Винтерс выразили свою подпору плану, с вице-канцлер Винтерсом, называющим это разумным шагом к разнообразию бывания и созданию живых коммунит. Новая цель становена федерального владу, нацелена на присадзывать бывание как заклад для просперующей коммуниты, в сучасть более тонкого подхода к ключевым политикам. Из заявлений вице-канцлерки Шафауэр Андерсон можно сказать, что новый приступ поскытывания дальше интеграции в новых коммунит, помимо предоставления комфортного бывания.
Вице и канцелар Шофуэр Андерсон также в сучасности время работает над доладыванием Великого плана социального общества, разработанного вместе с президентом Лукас Хохбургер, канцеляром Карлом Фрайтагом, а вице-канцелар Винтерс. Спасибо, Люда.